Всем привет! Меня зовут Янина, и вы на канале Дикое Полевание. Сегодня мы поговорим о представителях одной из самых странных профессий в Беларуси – об идеологах. Странность этой профессии как минимум в том, что у Лукашенко и четкой идеологии-то нет, только шизофренический набор из ностальгии по СССР, русского шовинизма и поклонения самой фигуре Лукашенко. Но при этом в каждом государственном предприятии существуют отделы идеологии и работают вполне себе идеологи. Раньше их занятость ничем не отличалась от деятельности других бесполезных чиновников. Перекладывали бумажки с места на место, заполняли дурацкие отчеты о своей бездеятельности и раз в 5 лет сидели в комиссиях и фальсифицировали выборы. Сейчас задача усложнилась, и им приходится пристально следить за обычными работягами на предмет протестных настроений, и если они таковых выявляют, то принимать соответствующие меры. То есть они сдают их карателям, не продляют контракты, увольняют. Перед тем, как перейти на личности, я попрошу вас поставить под этим видео лайк, написать в комментариях несколько слов для продвижения этого ролика и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Также вы можете помочь работе моей команды. Ссылки будут в описании. А теперь перейдем к сегодняшним монстрам. Один из самых одиозных идеологов – Евтушек Сергей Иванович, заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию в государственном предприятии ОАО «Нафтан», так называемый депутат так называемого Новополоцкого городского совета депутатов. Когда по стране прокатывалась волна забастовок, принимал в их подавлении самое непосредственное участие, угрожал и запугивал рабочих. И не только на Нафтане. В первую очередь Евтушек прославился тем, что от имени всего коллектива Нафтана отправлял в Гродно-Азот письмо с требованием прекратить забастовку. Естественно, коллектив Нафтана был к этому не причастен. Рабочие оперативно от этого письма открестились. На самом же Гродно-Азоте тоже есть похожий кадр – Русак Виктор Рамуальдович, заместитель гендиректора по социальным вопросам и идеологической работе. С его широкой руки были составлены списки кадровых зачисток. В первую очередь в них вошли члены независимых профсоюзов. Теперь, перед продлением контракта, людям ставят условия – либо потерять работу, либо выйти из независимых профсоюзов и написать про них что-нибудь плохое в газете «Гродненский химик». Ну и раз мы уже заговорили о Гродно, стоит упомянуть Ревяка Алексея Васильевича, заместителя гендиректора ОАО «Гроднопромстрой» по идеологической работе и соцвопросам. Принимал участие в репрессиях в отношении сотрудников Гроднопромстрой. Большинство тех, кто выступал за забастовку, перевели на строительство нового онкодиспансера. К этой бригаде представлен нормировщик, проверяющий нормы выработки. Раньше такой практики на предприятии не было. По словам сотрудницы предприятия, сначала пытались пугать увольнениями, а когда это все придалось огласке и общественность узнала, что у нас происходит, приезжали по несколько раз и убеждали людей. Вы же помните, что у вас кредиты? Вы же помните, что у вас дети? Вы же помните, что многие из вас живут в общежитии? Вы что, хотите все потерять? И еще немного о Гродно. Там орудует еще один интересный персонаж, которого пропустить я не могу по той причине, что он совсем молодой. 1997 года рождения. Это Апанович Алексей Вячеславович, главный специалист отдела идеологической работы Гродненского горисполкома. С его подачи начали кошмарить магазин «Адметность», в котором торговали вещами с национальной символикой. После его визита в магазине провели обыск, изъяли товары на $4000, а работницу магазина задержали якобы за пикетирование. Конечно, такое засилие идеологов не только на западе Беларуси, они повсюду. Могилев, предприятие Могилев Лифтмаш, заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Михаленя Николай Владимирович. В 2019 году принимал участие в фальсификации парламентских выборов в Могилевском Ленинском округе 84. А уже в 2020 году начал оказывать давление, увольнять и не продлевать контракты с работниками за их гражданскую позицию. Ну, или в Минске. Сусленков Андрей Анатольевич, заместитель генерального директора ОАО МТЗ по идеологической работе, кадрам и социальному развитию. Именно под его давлением заявление об увольнении был вынужден написать член Координационного совета и лидер стачкома Сергей Делевский. И не только он, конечно же. Или Горбачонок Николай Никондратович, главный специалист отдела идеологии управления информацией и социального развития ОАО АСБ Беларусьбанк. Оказывает давление на сотрудников патриотических взглядов. По словам свидетелей, именно он инициировал вывешивание на главном здании банка красно-зеленого флага. Также он продвигал идею создания добровольной дружины в помощь карателям.
У самих карателей, естественно, тоже без идеологических дел не обходится. Например, Бражицкий Александр Станиславович, начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214, подполковник. Ответственен за промывку мозгов служащих войсковой части 3214. Итог этой работы мы все прекрасно помним. Бойцы внутренних войск отличились особым садизмом по отношению к мирным протестующим. Конечно, это далеко не все идеологи, лишь небольшая выборка. Еще больше можно найти на нашем телеграм-канале «Дикое поливание». Обязательно подписывайтесь. Ну а в конце исторический пример, чтобы далеко не ходить с нашей родной земли, с Беларуси. В начале 20 века, когда Советы захватили независимую Белорусскую Народную Республику, в Полесье существовала такая форма протеста, как молчуны. Заключалась она в следующем. В белорусские деревни приезжали делегации, в первую очередь состоящие из идеологов-политруков, чтобы устанавливать там советскую власть. Делегации встречали полным молчанием и абсолютным игнорированием, но при этом без видимой агрессии. Оттуда и название – молчуны. Глупенькие политруки думали, что проблема в непонимании русского языка дикими жителями болот, но чертовски ошибались. А как только наступала ночь, также абсолютно молча белорусы проникали в дома красных идеологов и делали то, за что YouTube обычно ограничивает монетизацию. От тел избавлялись в тех же болотах и жили дальше, до следующей партии политруков. Собственно, добавлять мне больше нечего, вы сами все понимаете. До новых встреч и живе Беларусь, и слава Украине!